До свидания, Гунип. Ты нам понравился. А мы едем дальше, теперь к морю. По дороге, как всегда, у нас был случайный поворот не туда, и мы проскочили развязку на тоннель. Вместо этого к Каспию мы поехали через горный перевал. И не зря. Как летом поработают, да? Именно. Там зимой будет питаться. Именно. Как вы работаете? Утром он пошел босиком, прогулялся, набрал. И здоровее. Одно за другое преподносят, и люди путаются. Вот это важно услышать с уст непосредственно человека, разбирающегося. Да. Даже вот в рамках мед кристаллизуется. Ах, вот как. Мед выпивает, сосы весь, высасывают сами, а личинку кормят. Выпили по 3 кружки вкуснейшего горного травяного чая, узнали много интересного о меде и о местных жителях. Еще раз убеждаемся, что в путешествии самое интересное – это незапланированное. А вот и равнина, и бескрайние виноградники. Несмотря на то, что алкоголь в Дагестане вроде как под запретом, но производят они его достаточно много, и он неплох. Начался поиск ночлега. Изначально мы хотели стать дикарем на каком-нибудь из пляжей в районе Избербаша. Но везде теперь либо горы мусора, либо все застроено. Начали спрашивать по частникам и отелям. Дело было в августе, в пятницу. Мест нигде нет. Посоветовали нам ехать в сам Избербаш, к центральному пляжу. И да, там выбор оказался большим, но у нас собака, а местные с собакой не особо хотят заселять. Нашли комнату за 3000 в сутки рядом с мечетью. Хозяйка Фатима, родом из Чечни, без проблем нас заселила, оказалась очень доброжелательной. По комфорту было все достаточно неплохо. Комната с кондиционером на 4 кровати, отдельно кухня и санузел с душем. А вот с водой не все однозначно. После душа чувствуешь себя, как будто в нефти помылся. Вода маслянистая. Видать, пресняется где-то на бывшем нефтеперерабатывающем заводике. Ну, может, я и не прав, поправьте. Центральный пляж сам по себе большой, но сама береговая линия невелика, и народ размещен скучно. Плюс море в этом месте очень мелкое. Дочке нашей понравилось, а нам не очень. Много людей, на пляже мусор, семечки от определенного контингента отдыхающих. В море боишься кого-нибудь зацепить рукой. Рядом есть местечко чуть потише, но тоже с нюансами. Кстати, несмотря на пасмурную погоду, вода была градусов 30, и на улице 37, а вечером начался ураган и ливень. Но это уже другая история. Матушка, когда кошка переходит, это везет, да? Еще один день мы провели на пляжах Избербаша. Считается чистым местом. Мы не согласны. Да, отелей много, инфраструктура развивается, но есть места в том же Дагестане и получше. О них будет дальше.
В Избербаше мы пробыли 2 дня. И пока мы там были, нам подсказали пару новых интересных местечек. Решили проверить. Первое из них было совсем недалеко, сразу за поселком Инчхе. Наконец-таки мы нашли местечко, которое нам нравится. Стали лагерем. Здесь достаточно много таких же, как мы, путешественников. Есть белорусы вот там, микроавтобус с Минска. Море просто чистейшее. В принципе, то, что мы время провели в Избербаше, не зря, потому что был сильный шторм. Люди тут, говорят, летали с палатками. Все это вообще там чуть успели собрать. Поэтому посмотрели там, теперь смотрим здесь. А здесь людей нет, пляж свободный, пожалуйста. Вот. Чисто. Там народ, здесь никого. Вода, плавают рыбки. Ну, прям, чтобы она супер прозрачная, так не скажешь. Но она чистая, у нее нет запаха. Ночью был ветерок. Шатер слегка не выдержал. В песке хреновенько держит колышки. Вот так его сложило. В общем, местечко огонь. И это в пик сезона. А на следующий день наши дорожки пересеклись с земляками. Да еще и на УАЗике. Они, правда, ехали в противоположную нашему маршруту сторону. Но пару дней мы решили провести вместе. И на дорогах мы начали ловить одобряющие взгляды и знаки. В поисках места для ночевки заехали на второй рекомендуемый пляж рядом с поселком Дагестанские огни, так называемый рыбзавод 51. Пляж большой, чистый. Но остановиться можно только на стоянке перед ним. Плюс дорога к нему сильно разбита. Как говорится, с горя сойдет. Но мы решили ехать дальше. А дальше это к экраноплану Лунь. Ну вот, почти конечная точка нашего маршрута. Экраноплан Лунь. Вот он. Красить его, наверное, будут. Если раньше можно было к нему подъехать, в общем, было как-то, наверное, повеселее это все. Сейчас здесь сделали парк. Кончилось счастье обычного туриста. Сейчас еще пока сюда бесплатно вход. Но это, наверное, только пока. И тут вот люди купаются возле Луня. Но уже вот сюда не подъедешь на машине точно. Только там далеко. С другой стороны, хорошо, что не растащили.
покрасят, будет какой-то музей. Садится батарея, осталось совсем чуть-чуть. Ну, вот что успею, сниму. Детям тоже сделали свой самолет, можно лазить. Вот он, Лунь. Мы добрались. Где-то там дальше Азербайджан. Ну, вид хороший. Заехали в кемпинг рядом с Лунем помыться. Думали тут остановиться с ночевкой, но интересная ситуация. Парковка машины бесплатна, то есть, ну, стать в кемпинге можно в машине бесплатно, с человека 200 рублей. За палатку 400. Но у нас нет палаток, у нас только машина и люди. Ну и нам сказали 400 все равно платить, как бы не совсем понятно за что. Это первое. Второе. Здесь можно, в принципе, вот мы остановились на бесплатной стоянке, она до 9 часов работает. Можно помыться за 50 рублей в их душе. Нам сказали, есть и горячая, и холодная вода. По факту с двух кранов одинаково течет. Ну, с горя, в общем. Короче, кемпинг ни о чем. Лучше там на побережье, вон как многие там делают, ребята. Останавливаются и все. Вопрос закрыт. Сюда только если с прицепами. Так мы и сделали. Пляж рядом с Лунем очень большой и вместительный. Ночевать вполне нормально, но, к сожалению, достаточно много мусора. Надолго здесь мы бы не остались. Лучший пляж из увиденных все-таки за поселком Инчхе.